Когда у вас в первый самый раз был контакт с внеземными цивилизациями? Почему нам об этом не рассказывают? Почему это со мной? Что такое джага-джага? Я не знаю, как мне жить. Я готова начать все с нуля. Я сделала свой выбор. Поэтому все очевидно. Ты живешь в своей стране, ты не можешь найти справедливость. Но вы не выступали с концертами в зоне СВО. Ну почему? Показал мне эту салфетку и тут же сжег. И Макс... Господи, сколько же стоит эта песня? Я уважаю за такие поступки Колю. Может, вы их надеетесь пережить? Если ты не веришь, лучше молчи. Мне стали очень сильно чесаться руки. Очень сильно. И красный. По зубам можно все сказать о человеке. Кать, вы в топ-3 вирусных видео Spotify во всем мире. Это значит, что на сегодняшний день вы самая популярная гражданка России в мире. Гражданка точно России. Поэтому мы вас пригласили в этот прекрасный дом в русском стиле, чтобы попробовать узнать, какая она, эта сегодняшняя Россия, чего она ждет, чего хочет и чего от нее возможно ждать дальше. Мне знаете, что нравится, Катюш? Что ассоциация русской женщины и Кати Лель абсолютно напрямую взаимосвязаны. Почему-то для них это роскошная русская женщина в мехах, в шапках, в шубах, с накрашенными губами, с мейком. Очки большие могут быть на глазах. И кто-то на фоне Кремля имитирует, кто-то с икрой в руках, красной или черной. То есть это удивительно, то, что сегодня происходит, это невероятное чудо. Что такое джага-джага? Это «Эй, как дела?» Все джага-джага, такой сленг. На каком это языке? Ну, это не важно, на каком языке. На самом деле, недавно мне кто-то написал, а вы знаете, что джагамат – это вселенная на санскрите? Я говорю, нет. Представляете, какие знаки за этим стоят? Джагамат, джага-джага. Но вообще джага-джага – это очень вкусно произносимое, да, не правда ли? Джага-джага. Мне все время кажется, что в этом есть что-то такое… Что? А мне очень нравятся все эти сочетания. Ничего подобного. 18+. Ничего подобного. Нет. Для меня это нежность и радость. Это дружба. Это все джага-джага. Это все самое лучшее, что есть в этой вселенной. Попробуй, попробуй джага-джага. Попробуй, мне это надо. Какой косплей был вам самым дорогим? Дочь Милы Йовович. Так. Она это делала очень вкусно на русском языке. Копия мамы просто, да, 16 лет. И Лиз Херли, конечно. Причем она где-то там в Куршавеле с друзьями. А я даже не поняла сначала, что это она. Мне говорят, ты вообще видела? Я говорю, нет. Да ладно, как ты не видела? Ты что? Такой популярный ролик. Я говорю, вау, как прекрасно, как приятно. Тем более, когда тебе эти актеры нравятся, это, конечно, очень дорого, очень ценно. Новости, которые меня обнадеживают. Оказывается, знание иностранного языка не только улучшает качество жизни, но и продлевает ее. В 2015 году в журнале Neuropsychology была опубликована статья о том, что знание и постоянное использование иностранного языка помогают повысить так называемый когнитивный резерв. То есть, говоря простыми словами, натренировать мозг так, чтобы он мог противостоять старческой деменции. Насколько долго наш мозг сможет сопротивляться надвигающейся старости с помощью иностранного языка, выяснил в 2020 году профессор неврологии и психиатрии Калифорнийского университета Марио Мендес. Он провел исследование, участниками которого были 253 пациента с болезнью Альцгеймера, некоторые из которых знали от 2 до 5 иностранных языков. Так вот, полностью от деменции знание иностранного языка не защищает, но сможет отодвинуть ее срок на 4-5 лет. И с количеством иностранных языков этот срок увеличивается. В общем, иностранный язык, как ни крути, хорошая инвестиция и в настоящее, и в будущее. А если вы уже выбрали иностранный язык, и это английский, то выучить его можно вместе с международной школой Wall Street English. Wall Street English – школа с 50-летней историей, в которой используется смешанный метод изучения языка. Вы учитесь самостоятельно и с преподавателем.
А программа разрабатывается индивидуально, с учетом вашего расписания, уровня владения языком и целей. Сдать IELTS, подготовиться к переезду в новую страну или смотреть сериалы без субтитров. Вы можете поставить перед собой любую цель в изучении английского, а Wall Street English помогут ее добиться. У школы есть, в общем-то, все, что нужно для человека, который решает выучить английский. Курс по общему английскому, а еще по деловому, академическому и даже английский для путешествий. С вами будут работать не только классные и высококвалифицированные преподаватели, но и персональный наставник, который поможет составить ваш личный план и, что очень важно, придерживаться его. Уроки проводятся 22 часа в сутки, так что график может быть настолько гибким, насколько вам нужно. Занятия проходят онлайн-школа, использует международную учебную систему Global Teaching Community, благодаря которой вы будете общаться со студентами и носителями языка из самых разных точек планеты. А еще в 29 странах по всему миру, включая Казахстан, Турцию, Аргентину и Таиланд, есть офлайн-центры Wall Street English. По окончанию обучения вы получите диплом международного образца, а еще финансовую гарантию. Если вдруг результат учебы окажется неудовлетворительным, Wall Street English вернет вам деньги. К слову о деньгах. По промокоду Гордеева 35 вы получите скидку 35% плюс 10 индивидуальных уроков в подарок при покупке курса до конца февраля. Переходим по ссылке в описании или QR-коду на экране и записываемся в международную школу Wall Street English. Получается, что третий за вашу карьеру пик популярности. А какой первый? Ну, горошины. Чем сильнее дождь, тем светлее будет лицо. Да, первый граммофон, совершенно верно. 2000 год, потом мой мармеладный, платиновый альбом «Джага-Джага». Да. И сейчас, спустя ровно 20 лет, люди даже не понимали, что происходит. Они так спрашивают, это серьезно? Я говорю, ну, наверное. То есть, а что происходит? Почему? Что за такой ажиотаж по всему миру? Что ты для этого сделала? Это как-то можно запустить? Я говорю, нет. Это можно оплатить? Нет. А как это произошло? Как это произошло? Ну, вот вы помните ту секунду, когда вы поняли, что вы опять проснулись знаменитой? Мне моя дочь сказала, что, мам, каждый второй пост в социальной сети – это мой мармеладный. И я говорю, ты шутишь? Она говорит, нет, открой. Открой ТикТок. Можно ли это называть, не знаю. И действительно, потом, когда со всего мира стали присылаться просто в безумном ажиотаже, такая джагомания, знаете, снежным потоком, которая просто накрыла весь мир. И я сегодня ночью увидела, как там Китай, это просто супер, Азия. Такая безграничная любовь. Мне сказали, Америка сошла с ума, подростки все просто там в хаосе. Переводят каждое слово, просят русских конкретно рассказать, что означает это слово. Они думали, что мармелад. Мой мармелад, я не права. Я пою мармеладу. Почему я пою мармеладу? Но еще и мармеладный такое название мужчины. Как это соединяется с тем, что сегодня вот все те страны, в которых видео завирусилось популярны, в России считаются недружественными? Это удивительно. Первое место Финляндия. Да. Есть на все замысел свыше. И все, что сегодня происходит, это невозможно объяснить. Потому что мы с вами – это энергия. И все, что сегодня происходит в мире, это энергия. И если мы посмотрим на это все не со своего сознания, уровня, а это все-таки подсознание, когда за нас прогружают новые энергии свыше для нашего единения в энергиях света и любви. И посмотрите, что сегодня происходит. Люди, неважно с какой страны мира, они поют, потому что там есть энергия любви, там есть энергия теплоты в этой песне. И что это? Коды или вибрации, или... но что-то их манит на русском языке. Им хочется это петь. И неосознанно они это делают, это поют и двигаются. Это невероятно, что происходит сейчас с таким потоком безумным. И это просто энергия. Я вам открою секрет маленький. За пару месяцев до этого всего мне моя подруга, известная астролог Светлана Драган, сказала, а что у тебя было 20 лет тому назад ровно? Я говорю, ну как что? Мега-успех. Мой мармеладный. Альбом платиновый, «Джага-Джага». И она сказала, слушай, вот по дате рождения по твоей планеты так стоят,
что успех будет сейчас тот же, что был 20 лет тому назад, только в мировом масштабе. То есть твоя планета находится под покровительством Белой Луны, а это замысел высших сил. И все, что будет происходить, неосознанно. И когда это уже произошло, она мне ночью пишет: как дела? Это удивительно, да? То есть мы с вами абсолютно по дате рождения все запрограммированы. Все события в нашей жизни запрограммированы за нас. Это нам так кажется, мы меняем свою судьбу, мы думаем и так далее. Нет. Все То есть перепрограммировать невозможно? Нет, все запрограммировано. Другой вопрос, как мы идем к этому пути. Какими мыслями, добрыми или поступками и так далее. Это имеет большое значение. У вас уже были предложения от иностранных Конечно. музыкальных лейблов? Они появились сразу буквально на следующий день. От Sony Music американского, от британского Universal, о сотрудничестве, конечно. И вы что? Я всех отправляю к Максу Фадееву, потому что он правообладатель этой песни, и он единственный, я бы сказала, автор в нашей стране, кто продает песни за очень большие деньги, за самые большие деньги, и дает исполнителю право на исполнение. Только лишь. То есть сейчас вы не получаете никакой монетизации от вашей популярности? Нет. Я получаю славу и известность во всем мире. Как сказал Макс Фадеев, ты понимаешь, это земной шарик. Вот ты понимаешь, да? И вот на этом земном шарике все знают мой мармелад на русском языке и Катю Лель. Ты понимаешь? Я говорю, я-то да, а ты? Кать, а как это сочетается? С одной стороны, вы говорите о том, что вот сейчас все самое важное происходит в России, у России самая важная судьба, и никто никому не нужен. Политики в России говорят, что мы вообще находимся в состоянии вражды с враждебным Западом, идет война. Но при этом все равно российские артисты хотят покорить мир. Вот этот враждебный, неинтересный нам. Подождите, но это же происходит... Нас никто об этом не спрашивает. Вы же видите, что произошло с мармеладом? Это произошло за нас. Нас объединяет. Даже таким образом, не знаю, может быть, человечество не слышит, быть может, Вселенную или не хочет слышать, что нужно жить по подобию своему, по добру, не делать плохих поступков, не воевать, не убивать. Люди не хотят это слышать. Люди продолжают дальше также агрессировать и настраивать друг против друга. Зачем-то. Может быть, каким-то другим уже образом нас свыше говорят, ну, очнитесь же вы, в конце концов. Может быть, через людей творческих каких-то нас соединяют. Поэтому это не мы с вами определяем, а за нас определяют. Нас объединяют, вопреки всему. А вот вы как чувствуете, вот эта усталость за 2 года, может быть, понимание того, что что-то не то происходит, оно есть в России? Я думаю, оно есть во всем мире. Понимание, что должно быть все по-другому. Должен быть мир внутри нас и над нами. Не должны люди страдать. Это осознание есть. От кого это зависит? Наверное, от нас самих. Но хотя бы, знаете, то, что мы с вами сегодня говорим о таких вещах важных, быть может, кто-то что-то поймет, осознает, услышав нас. Быть может, та энергия, которой ему не хватало. Знаете, часто бывает в моем опыте. Допустим, ты бываешь на съемках, и люди, которые просто сидят в зале, они вдруг что-то для себя открывают. То, чего еще не понимали. И мне пишут люди, молодое поколение: Катя, что какой-то пазл сложился. Вот благодаря там вашей энергии, вашим рассказам. Вот того, чего я не понимал, чего во мне не было. Но этот пазл пришел в мою жизнь. И я очень благодарен вам за это. Ведь сегодня все, что происходит, нам кажется как бы случайно. Да нет, везде знаки нас окружают. Нам дают знаки свыше, нам посылают знаки свыше. Ну, приведите пример. Вот мы с вами говорим, человек, который нас с вами услышит, быть может, что-то в нем пробудится очень светлое. Что-то мы поменяем в его сознании, неосознанно, своими энергиями. Понимаете? Сегодня мы все друг от друга зависим. И тот человек, который, быть может, решает чью-то судьбу, быть может, кто-то хочет плохо с кем-то поступить, он не сделает этого. Он скажет: ну, быть может, я куда-то не туда иду. Быть может, мне нужно мыслить-то по добрым поступкам и делать добрые поступки. И не разрушать, что я хотел разрушить. Поэтому я верю в то, что каждое сказанное слово – это большая энергия. Это сила. Сила слова, сила звука. Опишите, пожалуйста, ту Россию, которую вы любите. Ну, конечно, это годы 70-х, когда я родилась. Это беззаботное будущее. Казалось бы, это обязательно... Вы в Нальчике родились? Я в Нальчике родилась, в Кабардино-Балкарии, где есть горы, где есть гостеприимные люди, где есть традиции. И люди очень друг к другу тепло относятся.
И мне казалось, что так везде и всегда будет. И когда я приехала в Москву и поняла, что ты не знаешь даже своих соседей по личной площадке, и как-то люди даже не здороваются, я была очень удивлена. Я говорю, здравствуйте. Они говорят, здравствуйте, ну, так холодно. Боже, почему им так как-то странно? Не хочется общаться. То есть это вообще разные пространства энергетические. И я поняла, что в этом тоже есть очень нужная составляющая. Вот открытое сердце, гостеприимство, радость общения. Это в меня впитали с самого детства. И так жили в нашем доме, где полный дом гостей был, где всегда музыка звучала. И поэтому я рада, что я родилась в городе Нальчике, в таком прекрасном, красивом месте. Ведь Нальчик – это подкова счастья в переводе. Подкова счастья. И город обрамлен вот так горами, то есть нет ветров сильных. И это, конечно, чудодейственное место, где вот просто энергия гор настолько сильна. Недаром же говорят, где родился, там пригодился. То есть место силы, где ты рождаешься, это не так просто. Наши предки нас туда ведут для того, чтобы там дать тебе нужную силу энергетическую. Поэтому мантры в моей жизни вдруг появились неожиданно, когда я попала на Бали, на ретрит, и попадаю к брахману, который мне говорит, кто вы в этом земном воплощении? А он такой чудодейственный, такой, как из сказки старичок. Два таких человека на всем земном шаре, которые по пальмовым листьям читают твое предназначение и день, если ты хочешь, когда ты покидаешь этот земной план. Как раз по моей дате рождения он был на Бали, мне повезло. Он говорит, кто вы в этом воплощении земном? Я говорю, я певица известная в России. Он вот так на меня посмотрел и сказал, вы лекарь душ человеческих в этом воплощении и в предыдущем. И вы должны петь мантры. И он говорит, по возвращению домой вы получите информацию. Я не успеваю прилететь домой, со мной связаться из Америки от духовного мистика и лидера доктора Джозефа Майкла Леври и говорит мне ту же самую информацию. Ваше время пришло, и мы с вами должны спеть исцеляющие мантры на разных языках. На санскрите, иврите, гурмуке, английском и русском языках. Что мы сделали, выпустив на мировом лейбле Sony Music. Вы понимаете, что происходит? Нас ведут свыше. Все за нас. Все предопределено. Вот и все. И эти исцеляющие мантры помогают людям. Те, кто их слушает, они меняют поле наше вибрационное на уровне ДНК человека. Когда у вас в первый самый раз был контакт с внеземными цивилизациями? В 16 лет. Как это было? После свечения за окном исчезли зубы, 3 зуба. Просто мы сидели в компании дома, смеялись. И просто сильное яркое свечение, которое все увидели. И потом просто я первая очнулась после всего. Все на меня уставились. Я говорю, что вы на меня уставились? У всех страх в глазах. Закрытый дом, где мы жили, в Нальчике. И сестре они оставили память. Ирине? Да, Ирине. Открой рот, у тебя нет зуба. Очень нарочито. Я говорю, ты что, вообще, что ли, с ума сошла? То есть она меня заставила подойти к зеркалу, когда я увидела, я не поверила своим глазам. Такое вот расстояние снизу. Ни боли, ни крови, зажившие лунки. И с другой стороны чуть меньше расстояние. Это был, конечно, просто шок для меня. И вот жизнь разделилась на до и после. Все. Ну, а вы их видели? Ну, конечно. А но какие потом они? уже видел. Они разные. Они могут перевоплощаться из биохимического в энергетическое тело. Если вы думаете, что это все не меняет твою жизнь, это очень меняет жизнь человека. Потому что ты задаешь себе вопрос, почему нам об этом не рассказывают? Почему это со мной? Почему у меня забрали зуб? Без Почему боли, без зубы? крови, с корнями. Нет, почему зубы именно? Почему не руки, Да. не уши? Ну, потому что это наша ДНК. Это наш чип. Где, в зубах? Конечно. Вау. По зубам можно все сказать о человеке. Угу. Поэтому, когда на следующий день к тебе приходят уфологи вдруг, которые в этот день получили информацию, контактеры, что по такому-то адресу, у такой-то девочки будут взяты зубы для эксперимента, созвездие Орион. И эти люди приходят на следующий день, вот так стоят с записью в руке и говорят, это вы? И они мне говорят, можно пройдем на то место, где приземлялся объект? Замерим, там рамки всякие они принесли. Это был такой для меня шок. Я все-таки верила в то, что я смогу это все забыть, да, и никому об этом не скажу. И ну, зубы были, ну, исчезли. Ну, хорошо, но дальше, что жизнь продолжается, в конце концов. Ну, как в 16 лет жить без зубов? Представляете? С корнями, да. У тебя никогда не удаляли зубы вообще. И когда я это услышала своими ушами от этих уфологов, и они записи мне показывают, что... Как уфологи выглядят? Ну, они были высокие такие, здоровые, какие-то такие странные.
Я говорю, хорошо, проходите, замеряйте. А, то есть мужики такие? И женщины, и мужчины. И где приземлялся объект, там была вся сожженная середина. Прям там ромашки цвели и дубки цвели. И вот где эти дубки, прям полностью все сожженное, и под одним уклоном ромашки вот так вот по кругу, вот так вот они все были, под одним уклоном, где приземлялся сам объект. И вдруг мне стало страшно внутри. И я себе говорю, в чем дело? Что тебя беспокоит? Что тебе страшно? А я не могла это объяснить. Это было выше меня. То есть в тебя вселяли такой страх, это необъяснимо, как будто ты никогда оттуда не выйдешь. Это просто ужасно. Я говорю этим уфологам, помогите мне, пожалуйста, мне так страшно. Вы же энергией обладаете, наверняка, если вы гипнозом владеете, как вы говорите. Помогите мне, пожалуйста, этот убрать страх. Он так провел по моему горлу, и здесь по голове сказал, я ничего не могу сделать. У вас такой поток энергетически сильный, что я ничего не могу сделать. Как выглядят инопланетяне? Они есть разные. Есть от маленьких, например, когда я проснулась через 2 или 3 дня после того, как зубы были взяты, и у меня на стенке с этой стороны белая стена была как ладошка, меньше размера, чем моего, похожая на детскую. 4 пальчика. Вот так, как бы как слепок. Над ладошкой был вот такой треугольник, внутри круг. И над ним еще поменьше треугольники, внутри круг. Это же символика, это знаки, которые они ставят. И потом я стала видеть свечение. То есть в темноте ты лежишь, ты боишься просто безумно, чтобы они не прилетели, тебя не забрали. И ты себе говоришь, да расслабься уже, ты спишь, ты не можешь ни спать, ни есть, ни смеяться. Опыт неприятный. Понимаете, это опыт неизведанный. Мы не знаем, что это такое и зачем это с тобой происходит. И вот этот страх, он выше тебя. Этот страх, они тебе такую энергию посылают, что ты не можешь совладать с этой энергией. И тут они смотрят, как ты сможешь это принимать. Ты в частоты низкие упадешь, в частоты тьмы, или ты скажешь, а я не боюсь, я с Богом, я иду к свету. А, то есть получается, что они все-таки не очень хорошие. Они разные цивилизации, их большое количество. Разные созвездия. У меня с Ориона они были, те, кто зубы забрали. Поэтому они есть очень высокие, красивые, светловолосые, голубоглазые. Это определенные расы. И каждый из нас с вами тоже принадлежит. Мы не просто люди, мы тоже с их ДНК. Другой вопрос, что мы скоро об этом узнаем. Зубы-то они вам вернули? Нет. Не вернули? Конечно, нет. Мне пришлось их ставить. Конечно. Нет, конечно. А сколько они всего? 3 взяли вот 3. тогда в 16, а потом больше не брали? Достаточно, я прошу вас, Катя. Ну, просто интересно, что они теперь с ними делают. Я думаю, что совсем скоро мы об этом узнаем. Каким образом? У нас есть контактеры, люди, которые общаются с цивилизациями. А вы больше нет? Ну почему? Я постоянно, они со мной рядом постоянно. Я их телепатически чувствую, энергетически. Они закачивают новые энергии в голосовые связки, в руки. Это я все чувствую. А вы можете хоть что-нибудь попросить? Смотря о чем. О чем-нибудь глобальном? Я прошу каждый день их. О чем? Я посылаю свет и любовь всей планете. И каждому человеку, живущему на ней. Я ставлю божественный купол золотистого цвета в своей стране, когда просыпаюсь. Я хочу, чтобы мы жили в мире и согласии. Как вы переживали вот этот провал 20-летний в популярности? Тяжело. Не то, что провал, а тому, что мне не давали выходить на сцену. А кто не давал? Многие. Очень многие. Это речь про вашего первого мужа? Не мужа, а продюсера. Ну, он же был гражданским мужем. Ну, можно так назвать. Да. Да, конечно, оттуда все шло. Но это очень большая история, которая имела большие уроки жизни. И я сегодня очень благодарна ему за это. И я понимаю, что если бы не этот опыт жизни серьезный, сегодня бы меня такой новой, в духовном развитии, в осознанности. Потому что именно этот опыт жизни мне дал грань между жизнью и смертью. Это было так тяжело, Катя, когда ты просыпаешься, и ты не понимаешь, как бороться с этим миром. Он настолько несправедлив к тебе. За очень большие деньги, за очень большие связи тебя просто жестко уничтожали. Только лишь потому, что ты не захотела дальше быть любовницей. А ты имела право создать свою семью и родить ребенка в законном браке. Кому-то это очень не хотелось. И человек просто сказал, ну давайте я сейчас ее везде уничтожу. Закрою ей все. Ей кушать будет нечего. Но выразился по-другому. Ей жрать будет нечего. Она приползет ко мне на коленях. А давайте начнем сначала. Вот вы появляетесь в Москве. Да? И почти сразу вы оказываетесь на бэк-вокале у Льва Лещенко. Нет. Я попала на конкурс молодых исполнителей и стала лауреатом в
в парке Горького, где я познакомилась на гала-концерте с Львом Владимировичем Лещенко, моим педагогом и вторым папой, которого я очень люблю и бесконечно ему благодарна за все. И который меня пригласил в музыкальное агентство как больше его ученицу, которая в середине его программы исполняла своих 5 написанных песен, собственно, сочинения. И был момент, когда в Питере после концерта я слышу, как к Льву Владимировичу подбежали люди, говорят, это потрясающая девочка, у вас такая ученица. И так слышу, мне Лев Валерьянович говорит, ребенок, иди сюда. Я такая подхожу, ни рук, ни ног. Я подумала, что все, на этом закончилось. И он так на меня смотрит, говорит, ну что, ребенок, я буду заниматься с тобой. Я верю, что у нас все получится. И это был самый счастливый день в моей жизни, когда я поняла, что это вот тот самый шанс мне дали, вот свыше, да. И вот у меня есть тот шанс быть кем я хочу, в моей любимой профессии. И потом уже спустя время Лев Валерьянович мне сказал, а ты не против, вернее, так сказал точно, а тебе не западло ли будет еще и помочь мне на бэк-вокале, кроме своих сольных номеров? Я сказала, Лев Валерьянович, для меня это будет большой опыт и большое счастье. Конечно. Что он за человек вообще? Уникальный человек Лев Валерьянович. Таких нет людей. Знаете, такого воспитания, он настолько чистый, он настолько порядочный. Недаром же его зовут Кремлевский соловей, еще с тех времен. Кремлевский соловей, по-моему, другой в стране. Нет, Кремлевский соловей. И он, неважно, холодный, голодный, больной, он всегда на сцену выходил и выходит красавцем. Всегда от и до отдает себя публике. И я этому училась у него. Поэтому, конечно, когда я ему рассказывала о своих ситуациях проблемных, он говорил, я в это не верю. Не может быть. Не могут люди так себя вести. Я их знаю хорошо. А почему он вам не помог? Он помогал. Помогал? Конечно. Он помогал, и я очень благодарна. Каким образом? Он сводил меня с нужными людьми, которые отставили ему позицию честно, без денег или без тайных интриг за кулисами. Дальше у вас появляется продюсер Айзеншпис. Сначала появился Александр Волков. Все-таки Александр Волков первым появился. Да, конечно, Лев Валерьянович познакомил меня на Старый Новый год как раз. Саша очень любил шоу-бизнес. И он делал гастроли первые в Германии, когда еще наши советские артисты туда не въезжали. А Саша уже жил в Германии на тот момент уже лет 30 как. Он был гражданин Германии и Монако. Поэтому он был в полном порядке, у него были лучшие японские рестораны. В Радисон-Славянское, в Балчуке, в Лондоне. Он был большой умница, очень талантливый человек. И когда Саша меня увидел, Лев Валерьянович нас представил, и все. Он просто окончательно влюбился бесповоротно и понял, что это была его мечта оказаться рядом с Катей. Но так как Катя была очень молодая... То есть вам 20 лет тогда? 22. 22. Катя очень молодая и очень осторожная. Это не может быть. Человек старше меня на 24 года. Дядька большой, взрослый, семейный и так далее. И мне даже было страшно как-то рядом с ним находиться. Но он целый год меня добивался. И он понял, что можно быть рядом со мной только если быть в моей мечте. Что значит в мечте? В музыке. И Лев Валерьянович сказал, Саша, помоги нам. Девочка талантливая. Помоги нам. Войди в ее мечту. Что Саша и сделал. И целых 8 лет мы с ним шли к этому мега-успеху. Всеми правдами, неправдами. Нам везде говорили, что это не формат и так далее. Не брали радиостанции. И потом появился Юрий Шмелевич Айзеншпис. И Айзеншпис дает вам новое имя. При Айзеншписе я придумываю это имя. Он сказал, что должно быть благозвучное, короткое. Так все-таки вы или он? Нет, я. Он сказал, купи разные переводчики. Я купила английский, французский, итальянский. Давай, штудируй, что тебе там близко, ассоциация. Но ты должна быть благозвучной и очень запоминающейся. Мы с девчонками моими придумывали, с подругами из мира моды. И все-таки я говорю, это же Леля, это же образ из Римского-Корского, Снегурочки. Образ любви. Это же так просто. А мне всегда нравились Л, буквы, созвучия с детства. Я поняла, это Лель. Да, просто Лель. И это бог любви в разных мифологиях. Это благозвучно, это кратко. И Юрий Шмелевич сказал, да, хорошо, давай. Катя, Лель. И ты должна быть Катей, исключительно Катей. А почему Катя? Потому что неважно, сколько тебе лет, тебе будет 70, 80, 90, ты будешь всегда молода. Ты будешь Катей, а не Екатериной. Вот должно звучать для народа приемлемо, мне сказал Юрий Шмелевич. Понимаешь? Катя, приемлемо для народа.
русский шоу-бизнес 90-х напоминал немножко вот все, что происходило в стране в 90-х? Конечно, еще как. Я не знаю, какого вы года рождения. Вы помните те спортивные костюмы Adidas, да? Вы помните те коммерческие палатки, из которых звучали песни на Арбате? Кассеты продавались. И это, конечно, было что-то невероятное время. Мне очень нравилось это время. Нравилось. И вот сидят два взрослых мужика, вам имя придумывают. Нет, мне нравилось, потому что нам говорили, что нас ждет удивительное будущее. Кто говорил? Ну, что не помните ЦК КПСС? Как нам говорили, все-таки мы верили в это. Но это же не в 90-е было. Ну, это чуть раньше, это в рождении, да, были парады, 1 мая, праздники, где все люди радовались друг другу, где все были сплочены как-то. Было другое время. И мне кажется, вот сейчас то самое время возвращается. Оно какое-то более в единении людей в российском, в советском пространстве. Оно сейчас стало больше проявляться, как раньше. Разве нет? Какой-то был период, когда все-таки заграница побеждала людей, мозги и сознание. А сейчас вдруг люди опять обратились к русским корням своим. Сейчас вдруг весь мир стал интересоваться Россией. Как это ни странно, но с песнями «Мармеладной». Ну, Люди мне стали... кажется, что песня «Моя мармеладная» скорее исключение, а в остальном весь мир побаивается Россию и того, что она делает. Но при этом исключение очень сильное, очень яркое. Это то самое исключение, когда тот самый мостик вдруг сейчас прокладывается между всеми людьми мира. И нас объединяют в энергиях любви. Неважно через что, через какую песню, через какие энергии, музыкальные энергии. Это же тот самый инструмент, который через наше сознание легко проходит. Через вибрации, через энергии. Это не так все просто. Это замысел свыше русского языка. Я верю, что за Россией большое будущее. Я верю, что нас готовят к этому через энергии музыки. Вернемся в 90-е. Да. Значит, сидят люди в спортивных костюмах. Ну, нет, они были не в спортивных костюмах. Они были достаточно стильно, модно одеты. Без барсеток. Без барсеток. Но тогда уже были пейджеры. О, боже, да. Да, это было что невероятно. У меня был, помню, пейджер 4 восьмерки, 4 семерки. Боже, это было что-то... Кстати, когда не было телефонов, это вообще разные миры. И, конечно, понты такие проявлялись в те времена. Люди очень хотели себя проявить. И, с одной стороны, это было как-то даже смешно, а с другой стороны, но это рост людей, цивилизации. Люди идут от разного сознания к большему сознанию. Что вы пели тогда? Я была самая заказываемая артистка. «Я по тебе скучаю», или «Самый лучший из мужчин», «Елисейские поля», мои первые песни. «Огни, огни на небе, огни». Это первый хит. И при Юрии Шмидиче Айзеншписе эта песня родилась. Причем уникальная история. Я, значит, простываю. Причем так, что вот так не могу говорить. Вот просто температура. Юрий Шмидич, а мы уже ждали, когда же напишут мэтры такие песню. Самую первую песню, с которой я была. А эта песня заказывается? Конечно, эта песня. Вот конкретно. Вот для этой платит девочки... ее Волков или кто платит? Ну, конечно, Волков. То есть это классический случай, когда продюсер, любовник, ну так, папик, да, тогда называлось. Ну, я не знаю, это сейчас так называется. А тогда это называлось, наверное, любящий человек. Человек, который тебя любит и который за тебя готов платить. Почему нет? Любимый человек. Хорошо. Да. Значит, любимый человек платит за песню, да. А Айзеншпис что делает? Он на каналах расплачивался. Тогда были определенные таксы программ, очень больших. Денег Юрий Шмидич везде ходил, и эти деньги отдавал за ротацию клипа первого и так далее, за ротацию песни. И никого не смущало, что он одновременно и ваш продюсер, и продюсер группы кино? Нет, это было нормально. Но он был лучшим продюсером в нашей стране, который имел очень такую коммерческую жилку. И он мне всегда говорил так: не нужны твои вокальные данные. И меня это очень странно удивляло. Мне нужна коммерческая музыка. Я говорю, что такое коммерческая для вас музыка? Ну вот это та самая музыка, которую будут все петь. И когда вот я вдруг заболеваю, и песня появилась, родилась, песня «Огни», и он говорит, звонит, говорит, приезжай на студию к Матецкому, сейчас будем записывать. Я говорю, он что, не слышит, что я даже не могу произнести слово, потому что так простыло? Он говорит, нет, ты просто подъедь, просто возьми текст, посмотри. Просто. Он такой был очень спокойный на этот счет. И тут, значит, я понимаю, что вот все готовят студию, и я понимаю, что вот сейчас меня заставят петь вот в таком больном состоянии, с температурой высокой. И мое возмущение внутри было чрезмерно. Просто как они могут? Они что, не понимают, что мне плохо? Ну, им было все равно. Он сказал, мне не нужны твои вокальные данные. Вот твой сип, хрип, твоя индивидуальность. Вот это мне и надо. Вот я стала с листа, с первого раза спела, и я поняла, что это навсегда останется. Огни, огни на небе, огни.
А кто деньги зарабатывал в тот момент? Вы, Айзеншпис или Волков? Ну, когда начиналось все, Айзеншпис, потому что он же был продюсер мой Да, первый. Волков платил. Волков платил. А вы? А мне нет, мне ничего не платилось. Мне даже деньги не нужны были, знаете. Когда мне один известный человек сказал: а что ты с этого получала? Ты жила в самолете, имела по 5 концертов в день. Ты была самой высокооплачиваемой заказываемой артисткой на корпоративах. Я сказала: ничего. Он говорит: ну и дура. Потому что ты что, не уважаешь себя? Тебе что, все равно? Я говорю: понимаете, мне не нужны деньги были. Мне главное было выйти на сцену. Вот я такая счастливая была выйти на сцену и быть в том пространстве, в тех музыкальных энергиях, к чему я так давно стремилась. Это моя мечта. И я не задавала себе вопрос, а сколько я за это получу? Я не знала даже своих цен. Когда на меня смотрели, говорят: вау, она столько зарабатывает. Я говорю: серьезно? И сколько заработала или зарабатываю? Я даже не знала, за сколько я выхожу на сцену. Мне это было безразличным. Представляете? А когда вы подумали о том, что как-то это неправильно? А когда уже я поняла, от усталости я уже забывала, как меня зовут. Я уже превращалась в робота такого. Когда у меня был 3-й самолет за день, я не помню, я сижу, значит, в самолете и рыдаю. Рыдаю, потому что я не чувствую ни рук, ни ног. Я так устала. Я не успеваю вообще жить. Я не понимаю, где я, в каком пространстве в самолете ли. То есть, понимаете, такая безумная усталость хроническая. И тебя все ждут. Тебя все разрывают. И вдруг Саша мне сказал: ты должна поехать поздравить людей. Я говорю: да, но я с температурой. Он говорит: нет, ты должна это сделать. У директора главного Тартас был юбилей. И тогда был известный ведущий Макс Галкин, который спас ситуацию. Я еле выхожу на сцену. Мне говорят перед сценой имя, отчество человека, кого поздравить. Я говорю: хорошо. Но, естественно, когда я вышла на сцену, я все забыла. Потому что у меня температура высокая. Я ничего не соображаю. У меня ноги заплетаются от усталости и температуры. И я путаю местами имя с отчеством. И весь зал, который там сидели очень известные, уважаемые люди, все вот так: о! Мне стало так стыдно. И Макс Галкин быстро спас ситуацию. Он сказал так на тот момент: ну, вообще-то она инопланетянка, прилетела с другой планеты, и она не знает вообще, что у нас есть имена и отчества, и это не важно. Она сделала это искренне. Он просто прикололся. И я поняла, что так жить дальше нельзя. Все, это меня разрушает. И я сказала Саше: Саша, я должна как артистка что-то получать. Это неправильно. Вселенский закон энергии. Я не могу все отдавать. Я должна что-то получать, иначе я буду болеть постоянно. И поэтому это неправильно. Что мне положено? Вообще что-то положено мне за эти концерты? Или только ты себе все забираешь? То есть это неправильно. он уже стал зарабатывать на вас? Безумно большие деньги. Ну, конечно. Причем, я вам больше скажу, собственноручно я все складывала к нему в сейф. Ну, вы жили вместе одной семьей, получается? Да, конечно. А там у него в Германии была своя семья, другая? Ну, в Германии была прекрасная семья. И он не скрывал, что он любил меня, и они все об этом знали. И когда я уже от него ушла, в чем стояла, и он сказал: моя жена просит тебя вернуться ко мне, иначе всем конец. Да, я не живу со своей женой, а для меня она как сестричка, но я нестабилен эмоционально. Когда тебя нет рядом, меня нет. А почему он не мог развестись? В том-то и дело. Он сказал, что я как еврей дал клятву, я не могу развестись. Я сказала: хорошо, тогда и мне возможность устроить свою жизнь. Я мечтаю о ребенке, я мечтаю о законном браке. Я общественный человек. Я не могу себе позволить жить в этом. Меня это разрушает. Я не могу быть любовницей. Я хочу законную семью. Имею на это полное право, как женщина. А сколько лет вы прожили как любовница с ним? 8 лет. Это большой путь. 8 лет жизни. И с самого начала вас это устраивало, а потом перестало? Ну, я-то уже взрослела. И когда я поняла, что пришел этот безумный успех, к которому мы шли с Сашей вместе целых 8 лет, и Саша очень волнительно, он еще любил курить одну с другой, он сказал, услышав аплодисменты всего зала, когда меня отпускали, и на гастролях, и когда они пели громче меня все песни, на бис вызывали, он сказал: ну, а что теперь я в твоей жизни? Я говорю: ну как, Сашенька, ты мужчина, самодостаточный, хороший человек, которого я люблю, уважаю. Он сказал: нет, они теперь все тебя хотят иметь рядом с собой. Тебя у меня заберут, уведут. Все. И у Саши закончился
покой в его жизни. Все, он понял, что, как он сказал, теперь все росы мира и бриллианты у твоих ног. Я сказала, мне это не надо. Говорит, да ты не понимаешь, что ты делаешь. Ты не понимаешь, что ты своей любовью людей просто оглушаешь. А вы его любили? Я, когда мы с ним познакомились, ему сказала честно, я не смогу тебя полюбить. Он сказал, мне это устраивает. Я То говорю, есть ты вы не 8 мой. лет провели в отношениях с человеком, которого вы не любили? Нет, подождите. Это сначала. А потом своей огромной целеустремленностью, своим огромным рвением он боролся за меня. И я видела, что мы были единым целым. Он отстаивал меня, он очень переживал, и он делал это искренне. И он настолько во мне вызвал эти эмоции уважения, любви, благодарности. Он абсолютно это видел. И поэтому, кроме этого, у меня ничего и не было. И когда уже Саша понял, что Катя дико популярна, и я сказала, Саш, я готова родить ребенка, мне уже почти 30 лет, надо рожать. И он сказал, нет, я не могу. Я говорю, тогда отпускай меня. Давай будем так же работать вместе. Я тебе благодарна за то, что ты помог мне в жизни. Он сказал, нет, или ты со мной, или война. И началась война. А у вас были сомнения в том, что с его стороны все-таки это была любовь? Потому что если человек так мстит, то вряд ли он так любил. Я не знаю, что это было. Как говорил один известный человек, это была одержимость. Одержимость. Он не мог без этого дышать. Вам было страшно от него уходить? Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, я понимала, что дальше так продолжаться уже не может. И я не могу предавать себя и свою душу. Если я не могу находиться в этом всем, человек ревнует сильно, контролирует, прослушивает. Он тебя постоянно этим выводит из равновесия, потому что он тебе не доверяет. Ну, со мной твои охранники, твои водители. Каждый ты прослушиваешь мою жизнь. Что еще тебе надо? Подождите, то есть вы ушли, потому что он вас стал преследовать, или вы ушли, потому что вы хотели ребенка и замуж? Сначала преследование было, Ага. а потом уже все вместе. А как можно захотеть замуж за человека, который вас преследует? Но это же было до этого. Я готова, я уже большая девочка, я хочу замуж. Я хочу родить ребенка. Это моя мечта. Поэтому вся эта борьба была ради ребенка, вы представляете? И когда я сейчас смотрю на свою дочь, думаю, боже, это такое чудо. Ты это так отстаивала. Ты так боролась за свое счастье. Наверное, так и любая женщина, которая живет на этой земле, хочет бороться за своего ребенка. Потому что без этого мы не можем видеть свое будущее. А вы можете представить себе ситуацию, что вы рожаете ребенка от Волкова? Я представила это на днях, кстати, и подумала, что вот если бы это произошло, и не дай бог он бы пытался забрать у меня ребенка, это можно было просто сойти с ума. Это очень больно, это очень страшно. Не, ну подождите, если бы вы родили от него ребенка, то вы бы и с ним и не расставались, как бы он пытался забрать. Я не знаю, как бы поступил Саша, но то, что я увидела своими глазами, какая была война. Поверьте, если бы я, Катя, если бы я вот сквозь вот такую вот дырочку увидела, маленькую, что могло быть произойти в моей жизни? Вот хотя бы на 10-ю часть, что мне суждено было пройти, я бы просто убежала на необитаемый остров. Это невозможно было прожить. Это нереально было вынести. Это был очень сложный путь жизни, проверка очень большая. Как продать свою душу или идти в свое направление света. Знаете, на Новый год этот ведущий объявляет меня в одном из известных мест Москвы. Ну, а сейчас на сцену выйдет девушка, которая явно продала свою душу дьяволу. Я так слышу это и добавляет, потому что она не меняется вообще. Она такая же молодая, как и была 20 лет тому назад. Я выхожу на сцену и говорю ему, вы знаете, вы абсолютно правы. Только я продала свою душу свету и очень давно. Я сделала свой выбор. Поэтому все очевидно. Если ты можешь жить в предательстве себя. Вы сейчас упомянули историю с Максимом Галкиным, чье имя, в принципе, в шоу-бизнесе в российском теперь не упоминается, потому что, чтобы не предать себя, он уехал из страны. А как вы к нему сейчас относитесь? Вы поддерживаете отношения? Отношения мы не поддерживаем, но я отношусь к этому как к выбору каждого человека, к выбору каждой души. Сегодня то самое время, когда мы не можем за кем-то спрятаться и переждать, пересидеть. Сегодня наши души обнажаются.
показывают наши истинные лица. Поэтому то, что сегодня происходит, это выбор осознанный каждой души. Видим истинные лица людей. И мы не можем с вами это осуждать. Но вы не выступали с концертами в зоне СВО. Ну, почему не выступала? Это были несколько городов. Мы прилетели в военный аэропорт в Крым, Бельбек. И потом уже нас целых 4 дня возили по разным точкам горячим, по несколько концертов в день. В танковых частях, потом и в госпиталях, и где Артемьевск. То есть самые-самые зоны мы были на линии огня. До линии огня и прямо на линии огня. От администрации президента я была. Это было очень сложно. Я переживала не за себя, а за свою команду, которая со мной была. Потому что я была ответственна за их жизнь. И это было очень страшно, поверьте. Где бы мы ни появлялись, там были взрывы. Едем на концерт, там взрыв. То есть мы даже не успеваем доехать, уже взрыв. Поэтому это было страшно. А почему об этом нет упоминаний в прессе? Я об этом мало говорю, потому что если меня спросят, как вы сейчас спросили, я говорю, да, я была. А эта поездка, это было ваше решение? Я пришла, я была в администрации президента. И я сказала, я патриот своей страны. Я хочу быть полезна стране. Вы готовы ехать? Да, я готова. Это был июль месяц того года. В августе я уже поехала сразу. Поэтому, если ты патриот своей страны, если тебе не безразлично будущее своей страны, ты не можешь не выступать там, ты не можешь не поехать. Потому что, когда я вышла на сцену, нельзя это называть сценой, потому что это были разные площадки, где был вот такой синький звук, и где мы пытались что-то подключить как-то, чтобы людям было слышно, комфортно. Понятно, что там не было этих возможностей. И когда я видела эти глаза, наполненные болью, и совсем молодых пацанов, которые там находились, ком в горле, и я понимала, что моя задача за этот период сделать все возможное, чтобы они открылись, чтобы они расслабились, чтобы они смогли на какой-то миг вспомнить своих родных людей, любимых, чтобы они смогли на какой-то миг почувствовать тепло от меня. И это тепло позволить в свое сердце впустить. Чтобы они поняли, что они вернутся домой живыми и невредимыми. Ведь вера – это самое главное, что есть в нашей жизни. Без веры ничего невозможно. А у вас есть представление о том, зачем они там находятся вообще? Если вы патриот, так, может быть, наоборот, попробовать как можно больше молодых людей спасти и не дать им погибнуть? Конечно, но мы же мы с вами не можем сделать выбор за них. Ну, мы сможем сделать выбор за себя. Правильно. Только за себя можем сделать выбор. Именно поэтому я там была. Я сделала выбор за себя. Но я не могу говорить другим людям, делайте это или не делайте. Если они там оказались, значит, они приняли решение в своей жизни. Ну, вряд ли они принимали решение. Мобилизованные. Мобилизованные. Ну, значит, они не сами принимали это решение. Да, наверное. Наверное, да. Вообще, выбор каждой души – это такая глубинная тема. И если, знаете, когда говорят, почему умирают совсем дети, почему умирают, гибнут молодые, это нельзя принять нашим сознанием. Это очень сложная тема. Почему это происходит? Это тяжело. То есть получается, что вы туда поехали, не очень понимая, почему и за что они там воюют. Но почему? Я туда поехала помочь им обрести веру и силу духа, чтобы пройти этот путь для поддержки их духа. Конечно. Что вообще в целом от нас хотят инопланетяне? Они хотят нас объединить. Бесспорно, они разные. Их много цивилизаций. Есть позитивные, есть не очень. Естественно, как добро и зло, во всем должен быть баланс. И их задача – дать нам больше знаний. Сегодня все те самые раскрытия, которые происходят, как в науке, неважно в чем, это они нам дают эти знания. Зачем? Чтобы мы стали более осознанными существами, чтобы мы больше раскрывались, больше развивались. А что дальше? Дальше будет выбор осознанный каждой души, то, что уже сегодня происходит. Если человек не будет развиваться, Земля будет утилизировать его любым способом. Может быть, хотя бы инопланетяне знают ответ на вопрос, как люди собираются в будущее, если все последнее время они только и делают, что убивают друг друга. Какое количество войн сейчас на Земле? Большое количество. Я признаюсь, я вне политики. Я не понимаю в политике. Я не могу говорить о ситуациях войны.
Потому что все, за что я переживаю, это за людей, чтобы люди жили в гармонии с собой и были здоровы и счастливы. Чтобы они знали, что есть завтра стабильный новый день, где они могут быть защищены. И мне очень хочется в это верить. Все другое, все, что происходит над нами, я понимаю, это жесткий замысел. Он для чего-то нам дан, к сожалению. Чем они руководствуются, когда они выбирают кого-то контактером? Вам что-то про это известно? Ну, это, наверное, очевидно. Тех, кого они выбирают прежде всего энергетически. Тем, кому доступна эта энергия. Если человек не подготовлен, он может сгореть в их энергиях, потому что это очень высокие частоты. И когда это произошло, эта история, я не говорила никому. И вдруг мы сидим на уроке хора, где 100 человек сидит, все поют. А у меня стала такая интересная происходить каждый день ситуация, когда они открывали рот. Неважно, где ты находишься. На уроке хора ли, где я сидела. Или там еще где-нибудь. Вот просто им сейчас надо в этот момент. А что они делали? Они воздействовали на рецепторы, когда ты должен открыть рот, как будто ты зеваешь. И как будто так и ставили створки такие, как будто бы железные. То есть ты не можешь закрыть рот. Никак. И пока они не заканчивали вливать с левой стороны лекарства горько-кислого вкуса, где забрали зубы с корнями, то есть пока этот процесс продолжался, ничего это остановить было невозможно. И вот мы сидим на уроке хора. Девочка Катя с левой стороны, моя подруга, сидела. Она стала ерзать. Я понимаю, что все, энергетически я их уже чувствую. Все. Думаю и говорю, только не здесь, пожалуйста, только не сейчас. Телепатически все происходит. Она начала плакать, говорит, меня кто-то трогает. Я говорю, Катя, успокойся, все хорошо. Все. Хор, 100 человек, все поют. И я поняла, что все, мне начинает открывать рот, и сейчас это все увидят. И я увидела луч малиновый приземлился прямо в центр зала, потом желтый, потом и стали лучи сменяться. Это видите только вы, другие не видят? Нет, видели все, потому что, когда я возвращалась, мне стали это все рассказывать. Я быстро вскакиваю и хочу быстро выбежать из зала. Все прекращают петь, все от меня в рассыпную. Все 100 человек хора, кроме моих подруг, которые подходят и говорят, ты не представляешь, ты встаешь, у тебя малиновый луч над тобой, над головой. Ты идешь, а у тебя из-под ног искры идут. То есть все. Вот с этого момента все стали знать эту ситуацию. И все стали на меня показывать пальцем и издеваться надо мной, и смеяться. И там был мальчик хореографическое отделение, который стал при всех смеяться и говорить, да ты все придумал, инопланетяне, ха-ха-ха. Я говорю, не смейся, не надо. Но он не поверил. На следующий день, рано утром, я иду в музыкальное училище. Он стоит на ступеньках, просто на полном счете на коленях стоит. Проси меня, я больше не буду. Скажи им, что я был неправ, я больше не буду. В общем, у него был очень сильный приступ. Мы вызывали скорую, ему было очень плохо. И он сказал, я понял, нельзя смеяться над этим. Я больше не буду, прости меня, попроси прощения. А что с ним было? У него был приступ сильного кишечника. Понимаете, нельзя издеваться над людьми, которых они выбирают. И осуждать это или как-то в какой-то форме. То есть, если ты не веришь, лучше молчи. Но бывают такие ситуации, когда, видите, они почему-то дают людям понять, что не надо так делать. Нельзя. А на каком они языке с вами разговаривают? На русском. Но я слышала, когда они стали выходить на контакт впервые. Вот мы с сестрой идем на следующий день. Я говорю, ты слышишь? Смотри. Видишь, 3 голоса. Я их язык не понимаю. Я их не знаю, этот язык. Но какой-то галактический язык. Женский, мужской тембр. Слышишь, сейчас смеются. Она говорит, ничего не слышу. То есть они стали со мной выходить уже на контакт, и я очень испугалась, что меня заберут туда вообще навсегда. И я категорически это сказала. Я не хочу это слышать. Не хочу. То есть этот страх безумный во мне. Потом они стали энергетически, ты же все это чувствуешь, они тебя трогают. Как будто тебе вот подходит, ты видишь, никого нет, а тебя трогают прям. И когда стали мне рот каждый день открывать в определенное время и вливать это лекарство горько-кислого вкуса, это продолжалось очень долго, на протяжении целого года. Понимаете, мы тут являемся в этой ситуации теми самыми существами, которые не могут влиять на ситуацию. Они нами управляют. Мы их создание. Мы их создание. И то, что происходит в твоей жизни, эти раскрытия, и то, что сегодня происходит в моей жизни, я понимаю, меня к этому готовили. У вас обручальное кольцо теперь на левой руке. У меня нет обручального кольца. Мое сердце свободно. Я свободный человек. А почему после стольки лет вроде как счастливого брака вы развелись?
Пришло время, это еще уже год назад еще было. Ага. Я год назад приняла решение. Это было заранее, просто я об этом не говорила, мне нужно было дозреть до этого. Я была не готова, у меня там страхи какие-то, во мне какие-то, быть может, там осуждения и так далее. А потом я поняла, а чего бояться-то? Это твоя жизнь, это никому не нужно, кроме тебя самой. Да, ты публичный человек, но ты никому ничего не должен. Живи, если тебе комфортно с этим жить, живи. Если тебе некомфортно, иди. А в 49 лет разводиться как? Да можно и в 109 разводиться. Какая разница? Не страшно? Не страшно. Мне ничего не страшно. Это правда, что когда вы познакомились с Игорем, вот, собственно, с вашим последним мужем, Он у меня единственный официальный. вашим единственным Да, мужем, да. то он назначил вам романтическое свидание в Одессе. Дело в том, что мы познакомились в Одессе. А вы прям в Одессе Он познакомились? жил в Одессе, и познакомились мы в Одессе. Он одессит. Мгм. Да. У него папа адмирал военно-морского флота. Недавно ушел, светлая ему память. Поэтому удивительная история. Волков был из Одессы. И Игорь тоже из Одессы. Причем я очень всегда хотела попасть в Одессу. Видите, оказывается, мне там ждали кармические истории. Так, и какой была Одесса на этом свидании? Мы летели в самолете с Пресняковым Владимиром, младшим. Вы Я на сказала, какой-то корпоратив летели? Конечно. да? Я на свой, он на свой. Я сказала, приходи по своего на мой. На берегу моря, классный воздух, чудесный клуб известный. Ты же любишь мои песни? Я говорю, да. И вот у меня уже не было ни сил, ничего. Как раз тот самый был период, когда по несколько концертов в день и постоянно в самолетах жила. И я ушла, получается, от Волкова в 2004. Да. И были уже и очень интересные времена, суды уже начинались, уже в таком разгаре весь этот негатив был тяжелый. Ну, корпоративы все еще есть. Да, еще были. Мгм. Еще были. И в Украине корпоратив получается. Конечно. Ну, это даже, как сказать, доброжелюбная страна была тогда еще. А сейчас? Сейчас, я надеюсь, тоже будет. Надеюсь, тоже будет. Но мы же сейчас отстаиваем другие позиции политические, да, наша страна. Ну, страна, может быть, да, я нет. Я вообще люблю Одессу и всегда любила. И там очень чудесные места. Чудесные места. Шикарные. Другой вопрос, кто-то что-то выясняет. Мы же всегда являемся, к сожалению, заложниками, все люди, ситуации, которые в мире происходят. И не от нас это все зависит. А места такие же красивые остаются. Словом, вы приезжаете на корпоратив. Да, я приезжаю на корпоратив, и после корпоратива я не хочу идти никуда, хочу только спать. Но сестра мне говорит, нет, пойдем, давай насильно, надо разрядиться, надо хоть провести время у моря, как-то не только работа должна быть. И вот там мы встречаемся. Когда я иду дарить цветы Володе на сцену, стоит такой высокий... А, то есть вы пришли к Преснякову на корпоратив, Да. не он к вам? Вы к Нет, нему. Мгм. нет. По дороге к нему на сцену как раз мне говорит, скажите, пожалуйста, у вас есть ваш мармеладный? Я же обернулась, ты такой решительный и наглый. Я сказала, нет, а что? Он сказал, можно я не буду? Я была очень удивлена, думаю, какой псих? Ко мне сейчас подойти? В тот самый момент, когда мне так все плохо в жизни, когда я в такой обойме, и я везде в запрете. Так сделал Саша. И только ненормальный человек мог ко мне подойти, честно. Вот и все. Но, знаете, я верю в то, что суждено тебе пройти этот кармический урок из прошлого. Но ты должен завершить в этом воплощении. Ты должен родить ребенка от этого человека. И ты родишь от этого человека ребенка, потому что это любовь. Потому что так надо. Надо завершить эти кармические отношения. И я очень благодарна Игорю за эти 18 лет жизни. Это свой серьезный опыт жизни, который мне нужно было пройти. А где он сейчас, Игорь? Еще в Москве. Ну, он украинец, получается. Он украинец, конечно. Несмотря на то, что он русский, родился в Одессе, он украинец уже считается. И там, в Одессе, в момент, когда вы познакомились, никто его не притеснял, ничего. Он переехал с вами в Москву просто от любви. Но он понял, что если ты хочешь быть с Катей, то с Катей возможно быть только в Москве рядом. Катя же не переедет в Одессу. После 24 февраля были в вашей семье сложности во взаимопонимании по тому, что происходит в Украине? Была сложная очень ситуация для Игоря, я это видела. Очень большой прессинг от людей, которые живут в Украине и жили. И недопонимание вообще никакое. То есть осуждение. Его? И его осуждение, и Россия. И, конечно, категорически сразу просто отмелись у него все друзья оттуда. И те люди, которые осуждали Россию. А вы считаете, что это несправедливо? Я не могу ничего считать. Я патриот своей страны.
И у меня есть свое видение на этот счет. У всех есть свое видение на этот счет. Другой вопрос, что было очень сложно жить людям, которые родом оттуда. И которые любят Россию, и которые находятся здесь. И которые должны были делать этот выбор, они его сделали. Поэтому у Игоря сразу отпало все общение с друзьями и с теми людьми, которые осуждали Россию. Ему было очень сложно. Я это видела. И вся ситуация очень нервная. Поэтому тяжело. Это не стало причиной вашего развода? Я думаю, что причина все-таки была в том, что меня много чего не устраивало. Я просто посмотрела другими глазами на себя со стороны. Я уже, быть может, дошла до того духовного уровня и состояния, потому что я работаю над собой и нахожусь в медитациях, в дыхательных практиках, в йоге, в хатха-йоге уже лет 13 как. И у меня другое же видение есть на все. Я уже могу спокойно посмотреть на ситуацию любую, без осуждения, в гармонии с собой, с этим миром, и понять, а комфортно ли мне сегодня находиться рядом с этим человеком? А уважает ли он тебя так, как тебе хочется? А готов ли ты претерпевать эти паттерны негатива? Тебе комфортно с этим? Нет, не комфортно. Да почему ты рядом? Зачем тебе это надо? Ты спасаешь человека? Ты что, мать Тереза? У него есть свои пороки, которые тебе мешают жить. Меня это разрушает. Поэтому я приняла решение жесткое для себя. Я просто однажды проснулась и поняла, я больше так жить не хочу. Все. Игра закончена. Мне было это очень сложно сделать. Да, мы привыкли друг к другу. Это любовь. Но я не готова была жить. Он тоже сделал свой выбор. Он не менялся. Я ему давала шанс. Много шансов. Он не менялся. А что он должен был поменять в себе? Ну, элементарно, наверное, хотя бы поменять то, что его разрушало. И то, что меня разрушало. Это речь про алкоголь? И про алкоголь тоже. Поэтому я не могу в этом находиться. Зачем? Вам комфортно с этим жить? Мне нет. Поэтому я счастлива, что я сделала свой выбор. Я благодарна за все уроки жизни. И мы очень прекрасно расстались. Обнялись, поцеловались. Спасибо, благодарю. Я тебя благословляю, мы друг другу сказали. На счастливую жизнь. Это же нормально, мы же цивилизованные люди. Зачем претензии, зачем недовольство? У нас есть дочь чудесная, дитя любви прекрасное. Поэтому я желаю ему счастья. Хочу, чтобы он обрел в себя истинного настоящего, чтобы он жил в гармонии с собой и чтобы он был счастлив. А он сейчас, получается, вернется в Украину? Не думаю. Не думаю. Конечно, нет. Почему? А кто его там будет ждать? Кстати, 18 лет жизни уже другой совершенно период. Большой период жизни. Все здесь. Вся жизнь здесь. Как дочь ваша восприняла развод? Спокойно. Она все это видела, и она меня поддержала. Я не могла это еще сделать, потому что думала не нанести травму ребенку, подростковый возраст. Но когда она это уже все видела, она сказала: мам, делай выбор. С этим жить невозможно. Ребенку было плохо, понимаете? Если ребенку плохо, значит и маме плохо. Если маме плохо, то и ребенку плохо. Те страхи, которые женщинами правят, это разрушительно. Это неправильно. Вы что, не можете заработать себе на кусок хлеба? Вы не самодостаточная личность. У вас столько много силы. Вы же божественное сознание. Женщина – это такая сильная по природе своей. Не надо ничего бояться. Кто вам сказал, что вы должны что-то терпеть? Вы ничего не должны терпеть. Да, есть разум. Есть два человека, которые могут договориться. Но когда человек живет в разрушении тебя и во вред тебе, и ты страдаешь от этого, то кому нужна такая жизнь? Быть может, есть тот в этой вселенной, который ждет тебя и будет молиться на тебя, и благодарить за каждую секунду своей жизни с тобой рядом. Осознанный человек. Не в разрушении, а во благо тебе, в созидании друг другу. Надо жить, чтобы уважать себя. Если ты предаешь себя, ты себя не будешь уважать. Будет страдать твое физическое состояние, потому что тем самым, создавая себе энергетические блоки, переживаниями, болезнями, эмоциональными, ты будешь разрушать свое физическое тело.
Но в российской традиции считается, что в 50 лет замуж уже никто не выходит. Ох, что вы говорите? Это рассчиталось когда? Тогда еще? Сейчас все по-другому. Сейчас новое сознание людей, новые энергии Земли, новые энергии людей. Слава Богу, мы новые существа. Мы живем в новых энергиях. Вы хотите сказать, что вы влюблены? Пока нет. Но я знаю, я верю, что будет тот самый человек, который будет достоин меня, я буду достойна его. А какой этот человек должен быть? Ну, хотя бы в моих энергиях, в одних частотах. Ну, а как это определяется? У вас же нет такого измерителя? На самом деле есть у моих подруг, которые общаются с цивилизациями, с высшими цивилизациями, есть измерения, когда точно по частотам говорят твой уровень сознания, твой уровень энергии. Если тебе комфортно с человеком рядом, вы на одних энергиях. Но если вот бывает же такое, ты даже, быть может, человека не знаешь, а он появился впервые в твоем поле, и тебе кажется, что ты его 100 лет знаешь. Бывает? Бывает. Одна частота, одни вибрации. А бывает такое, что человек тебя просто раздражает, ты думаешь, когда же он уйдет скорее уже? Ты не можешь его выносить. Вот просто он ничего плохого не делает. Но энергетически тебе с ним тяжело, потому что вы на разных уровнях сознания. Вы на разных частотах. Поправить это можно? Можно. Вы можете давать шанс человеку. Я давала. Чтобы человек читал нужную литературу, общался с нужными людьми, с единомышленниками, чтобы ушел от своих разрушительных энергий. Человек, стремись. И, допустим, осваивай новое. То, что тебе, быть может, неприемлемо, но хотя бы попытайся. Войди в новое направление своей духовности. Найди себя, прежде всего. Будь в энергиях света и любви. Мне нужны энергии света и любви. И вот мой будущий человек, которого я встречу, а я в это верю, я знаю, что мне Вселенная этого человека готовит, что он будет со мной на одних и тех же частотах. Взаимопонимания и света. А это тоже какой-то специальный знак? Да, это моя подруга, цивилизация Хамилия. Это знак женской энергии. Женской энергии. Цветок жизни. Угу. Гармония и баланс. На самом деле все, что мы есть и все, что нас окружает, знаки, которые мы видим, это все имеет место быть. Все энергия, все нас дополняет и гармонизирует. А что после смерти? После смерти нет. Мы просто переходим в новое качество, в новое измерение. Наша душа, она бессмертна. С вашими-то связями я ж могу спросить, у вас есть доказательства этого? Ну, я была в ситуациях, в некоторых, когда, допустим, бабушка моя хотела уже уйти, покинуть, а я не дала ей это сделать. Я видела этот, как сказать, туннель светящийся, и я с правой стороны стояла. И она говорит, ну все, я пошла к своим. Я говорю, нет, ты не пойдешь. Я вот так ее резко за локоть, я не пустила ее, и она еще полгода прожила. При том, что я была во Флоренции, и я это увидела во сне, и маме звоню, говорю, мам, представляешь, я видела это во сне. А мама говорит, бабушка очнулась, она была парализована, лежала уже какой-то период. И она говорит, она очнулась и говорит, Катя меня туда не пустила. Я в другой стране была. То есть у меня есть связь, я вижу, я помогаю. А вот ваших мужчин пугали такие ваши сверхспособности? Ну, Волков вообще в это не верил. Он очень боялся этого. И поэтому он говорил, мне бы зайти в твою маленькую головку, твои мысли прочитать. И он даже, кажется, как-то неверующий был человек. А вот Игорь, он всегда и верующий, и разделял со мной. Он все это видел, он понимал. Он как-то там просыпается, говорит, ты что с тобой? А мне так вот руки подняли, и меня закачивали в меня новые энергии прям. И рот открывали. А он говорит, у тебя все в порядке? Я говорю, все хорошо, спи дальше. То есть, ну, он видел и за окном инопланетные объекты. Поэтому он видел, что они меня сопровождают, где бы я ни была. И он уже к этому привык за 18 лет. Ну, я могу, допустим, человеку помочь на расстоянии или так, энергетически, убрать боль. Когда у меня зубы забрали, они меня наделили энергией исцеления. Ко мне стали приходить люди, которые вообще об этом не знали, и просили помощи. Я говорю, я это не умею. Нет, ты умеешь, ты просто прикоснись. И я помогала людям. То есть там у моей подружки исчез тромбофлебит после 4 раз, как я к ней просто вот так прикоснулась с молитвой «Отче наш». У нее и признаков даже. Инопланетяне и «Отче наш» какая связь? Энергия, сила молитвы колоссальна. Колоссальна. Конечно. Поэтому они наделили меня энергией. У меня стали очень сильно чесаться руки. Очень сильно. И красный, потому что очень большая энергия в руках, которую они мне дали после того, как зубы забрали. И я очень испугалась. Я сказала, я к этому не готова. Я не готова. Нет. И мне потребовалось 30 лет жизни, чтобы принять эту информацию. И когда у моей костюмерши, у девочки, вдруг
она падает с велика, и образовалась проблема, плечо с рукой так сильно травмировалось, что нужно было срочно делать операцию. 4 шурупа внедрять, или 6, там я не помню, и капсулу вшивать. И она говорит, вот так вот мне надо срочно большие деньги сейчас иметь на операцию и туда идти. И внутри вдруг мне стало стыдно. Я же могу ей помочь, почему я не помогаю? И я ей сказала, Люд, я ничего не обещаю, но давай я попробую. Я сделала 4 раза с молитвой «Отче наш». И телепатически я получаю информацию. Она может не идти на операцию. Она здорова на 70%. Я ей это говорю, но я понимала, что в это трудно поверить. Естественно, она идет на операцию. Я говорю, ну ты мне утром позвони. Она мне рано утром говорит, Катя, это невозможно, это чудо. Врачи сделали снимок. Мне сказали, не нужна операция. Наросла плацента между рукой и плечом, и я здорова. Плацента? Да, я говорю, я в курсе. И вот прошло уже 3 года как. Она мне также работает. То есть я понимала, что... ну, я же чувствую через мои руки. Это не я как проводник. Они через мои руки проводят эту энергию исцеляющую. И для каждого это своя энергия, смотря какое должно быть исцеление. Да, я помогала людям, которых я даже не знаю, по телефону. От смертельной болезни. Есть такой факт. Как и каким образом вы оказываетесь у Максима Фадеева? Кто вас с ним знакомит? Это вообще история, которая мной была прочувствована, когда я приехала в Москву и услышала как бы случайно в гостях Линду, певицу Линду, и музыку Макса Фадеева, я поняла, что это так круто. Я тоже хочу петь его музыку. Я стала его искать через разных возможных людей. 2 года я ждала его звонка. И когда это произошло, он сказал, вы меня искали по телефону? Нет. Я говорю, подождите. Не кладите трубку. Дайте мне 2 минуты своего времени. Пожалуйста. Я не знаю, как мне жить. Я готова начать все с нуля. При нашей уже встрече я ему сказала, дайте мне, пожалуйста, эту возможность. И он сказал, я шел сюда, сказать тебе нет. Потом мне уже сказал, но что-то в тебе есть искреннее. Ты настоящая. И я только поняла по уголку его рта, который так улыбнулся, что он даст обратный месседж для того, чтобы работать со мной. И когда наши продюсеры, мой и его, у него был тогда продюсер, стали в Сочи финансовой составляющей, то мы, как творческие люди с Максом, ждали, когда этот процесс обсуждения финансов закончится в нужную сторону. И мы говорили, спокойно, давайте. Что значит в нужную сторону? Ну, они же спорили постоянно. Сколько денег это должно стоить? А если это будет на верхних строчках хит-парадов? Сколько еще дополнительно? И так далее. Они же люди денег, финансовые. А раскрыть, как это устроено? То есть получается, что сначала ты платишь за песню. Сначала, наверное, песня пишется. Ты сначала платишь или сначала она пишется? Нет. Предоплата существует? Наверное, конечно. В моем случае это составлялось для альбома мелодии, 10 там, или 13. Я их прослушала, тексты, и я сказала, давайте начнем с мармеладного. То есть я просто та-да-да-та-да-та-да-та-да. О, давайте с нее начнем. И с нее мы начали процесс. Сколько вы платите за это сперва? Я не имею права раскрывать эти тайны коммерческие. Это тайны не мои. Ну, это как машина стоит или как квартира? Я не знаю, сколько стоит себе машина, квартира. Я не знаю. Какой вы счастливый человек. Я вообще далека от всего, знаете. Да, абсолютно. Ну, хорошо. Сперва вы платите какую-то сумму денег, правильно? Потом пишется песня. Да, то есть был оплачен альбом Джага, который стал потом платиновым, лучше по продажам. И когда он уже занимал строчки, лидирующие в хит-парадах радиостанций, и наши продюсеры спорили, что вот если песня залетит еще на верхней строчке, то есть ты мне еще дополнительно будешь должен. Я это слышала. Кто кому должен? Волков Фадееву. Тогда они спорили между собой, и мы говорили, ну, слушайте, давайте мы уже начнем этот процесс, в конце концов. Творческий. Все потом, давайте начнем. И вот мы пытались утихомирить эти вот страсти финансовые, споры, и начать этот процесс наконец-то. Так со всеми авторами или так только с Фадеевым? Наверное, только с Фадеевым. У вас в послужном списке большое количество песен, написанных известными людьми. Например, Михаил Гуцериев. Да. У вас есть песня «Гамма-бета». Да. Да. Мария Захарова. Да, мы дружим.
Как это происходит? Почему вам пишут песни политики и бизнесмены? Была предложена песня в случае с Гуцериевым Михаилом Сафарбековичем. Мне прислалась песня мне понравилась. И все. Если Мария Захарова, то мы познакомились, мы подружились, я ей рассказала свою историю, и ее это сильно впечатлило. И она сказала мне, что я не могла уснуть. Обычно, говорит, мне такое не бывает. Настолько впечатлила меня твоя история жизни. И она написала текст. И присылает мне этот текст. Сполна. Угу. И тут вдруг, представляете, вот я верю в то, что Вселенная нас слышит. И вдруг присылается мне просто музыка отдельно от Саши Лунёва, очень известный хитмейкер, который написал «Билану невозможно возможно». Вы не поверите. Вот текст Маши Захаровой и Саши Лунёва. Музыка идеально, как один кристалл, сливаются. Как такое может быть? Объясните мне. Это же все за нас запрограммировано. Вы понимаете? Нас просто ведут. Нас ведут наши ангелы-архангелы или наши покровители, как мы назовем, или наши кураторы, как хотите. Вот эта вот покорность судьбе и покорность высшим силам – это русская черта характера? Это не покорность, это благодарность. Если вы каждый день, просыпаясь, благодарите Вселенную и Бога за то, что вы сегодня еще один новый день получили. Вот я каждый день благодарю. Я так просыпаюсь. Я благодарю за самый лучший новый день в моей жизни. Я посылаю каждому человеку, живущему в этой вселенной, любовь и свет. Я хочу, чтобы люди жили в гармонии с собой, с этим миром. Для меня это естественно. Потому что каждая наша мысль и каждый наш поступок имеет большое значение. Для того, чтобы мы стали еще лучше, еще светлее. Мы же все очень связаны. Мы все одна энергия. Мы все звенья одной большой цепи. Другой вопрос, что нам не раскрывают этих тайн. Очень много сакральных истин. Все мы коды по дате рождения, символы и знаки правят этим миром. И все, что сейчас происходит в мире, за этим стоит большой замысел. Ну, наверняка вы посчитали все эти знаки и коды, когда вы начинали отношения с Максимом Фадеевым. Не поверите, нет. Я тогда еще не была так осведомлена. Я интуитивно это прочувствовала. И когда мы записали с Максом в Праге эту песню, и вдруг на следующий день он сказал, что я напишу еще лучше, давай уничтожим эту песню. И я поняла уже тогда, 20 лет тому назад, что сейчас идет проверка. Проверка меня, моих внутренних качеств. Поддамся ли я гениальному Максу Фадееву, поверю. Так, я же ему доверяла и доверяю. Я могла сказать, да, конечно, ты напишешь лучше песню в 1000 раз. Давай ее уничтожим. Но во мне что-то такое было, знаете, внутреннее. Я ему сказала, Макс, у тебя просто плохое настроение. По телефону. Я полетела на следующий день на шопинг в Италию. Я очень хорошо помню тот момент, когда до закрытия магазина Роберто Кавалли я говорила Максу, у тебя просто плохое настроение. Давай мы так дадим. 2 дня. Если через 2 дня она будет тебя так же раздражать, эта песня, мы ее легко уничтожим. Но если это песня всей нашей жизни, мы себе этого никогда не простим. И когда спустя годы, когда еще были судебные процессы, и мне нужно было их закончить, и я случайно от Макса узнаю, что, кстати, да, вот Шакира, певица Universal мировой, сделали предложение, чтобы ты спела с ней «Мой мармеладный» и «Муси-пуси» на английском языке. И мы вынуждены были ей отказать, потому что у тебя идут судебный процесс. И они сказали, ну вы русские вообще, вы понимаете, что мы вам предлагаем? Я говорю, что ты сказал? И ты мне об этом так просто говоришь. Спустя время я очень расстроилась. Выходит, что он в судебных тяжбах взял сторону Волкова. Нет, Макс тот самый человек, который первый мне сообщил о том, что происходит в моей жизни, и я ему очень за это признательна. Он позвонил мне и сказал, надо встретиться. Он знал, что все прослушается вокруг. Мы сидели в ресторане у Саши. Он просто на салфетке написал, я тебя никогда не предам. Показал мне эту салфетку и тут же сжег на свече. А чего вы боялись оба с ним? Вы знаете, была такая сильная атака и такой прессинг психологический. Каждого человека, кто был рядом. И я очень признательна Максу за то, что он оказался человечищем в этой ситуации. Он не предал меня, как другие многие люди. Это был сложный путь для того, чтобы пройти это, пережить и не предать. Смысл судебных тяжб заключался в чем? Саша, как гражданин Германии и Монако, хотел меня лишить права на труд в своей стране. И
Он говорил, я не знаю, чем тебя держать за рога. Ты независима, ты умна, ты образована. Чем я могу тебя держать? Я говорю, не надо мне ничем держать. Я такая, какая я есть. Ты знаешь мои мысли. Насильно нельзя человека держать, если он не хочет с тобой быть. И, наверное, поэтому Саша так боролся за меня. Просто ему было комфортно со мной. Смысл тяжбы. Так вот, хотел лишить меня права на труд в своей А стране. как что значит право на труд в своей стране? Запретить вам петь ваши песни? Да, наверное, все там имелось в виду. И выходить на сцену. В чем выходить на сцену он хотел диктовать. То есть, ну, это было как-то странно. И при мне юристы ему сказали, Александр Михайлович, это не имеет силы. Но он сказал так, я тебе плачу деньги, делай то, что я говорю. И это пришлось доказывать, вот этот, как мне сказали, Филькину грамоту, целых 4 года жизни. Это были очень сложные годы жизни. Когда ты просыпаешься, и на центральных каналах твоя фотография перечеркнута, тебя больше нет. Говорят, тебя больше нет. И написано, Катя Лель больше нет. Чудеса происходили, понимаете? Ты живешь в своей стране, ты не можешь найти справедливость. Это удивительная история. Но я, как порядочный человек, я думала, я очень надеялась. Воспитанный человек, я надеялась, что все-таки прекратится этот беспредел. В конце концов, человек же должен понять. Он же прекрасный человек был. Он же классный, с позициями правильными, справедливыми. Почему вдруг полностью изменилось его восприятие это же жизни? классический абьюз. Да. Но надо же было как-то выжить. Но это сейчас все знают слово абьюз, а тогда это считалось нормой шоу-бизнеса? К сожалению. Кто вас защитил? Мало было таких людей. А почему? Всем было страшно, я их понимаю. Было такое время, когда запрещалось коллегам моим даже здороваться со мной. Им было сказано, у вас будут такие же проблемы, как и у нее. Все отворачивали голову, когда меня видели, боялись поздороваться. А сейчас эти люди поздравляют вас с возвращением успеха? Далеко не все, но им неловко некоторым. И я очень благодарна Коле Баскову, который единственный нашел в себе силы, чтобы сказать, прости, я был неправ. Я говорю, а что, Коль, ты что-то понял? Когда он не поздоровался со мной, я говорю, и тебе страшно, бедненький. Он сказал, я был неправ, прости меня. Я уважаю за такие поступки Колю, очень уважаю. Это далеко не каждый может сделать, поверьте. Людям страшно, они сели в кустах. Я их понимаю, я не осуждаю. Я приняла этот урок жизни очень серьезный. Это было незаслуженно. Но я поняла, что я не смогу дальше так жить, если я не смогу принять эту ситуацию и простить его. И всех людей, которые меня уничтожали. И уничтожают до сих пор. До сих пор? До сих пор. Кому-то Саша очень хорошо дал денег. Кому-то дал часть бизнеса. Как выясняется, спустя годы. Я об этом даже не знала. Они продолжают его дело. С кого-то он взял клятвы продолжать его дело, уничтожать меня. Он просто, наверное, был человек с хорошими связями, с деньгами, наверное, так сказать больше. Он в этом вращался комфортно. Если уж мы говорим про русский стиль, в России это важно иметь связи? Важнее, чем иметь деньги? В России очень важно иметь связи. Очень важно. То есть мне рассказывались истории, когда открывалась дверь ногой, заходили люди очень большого ранга в очень большие кабинеты и сказали, давай эту девчонку закроем, пока не прибежит обратно. Это все решали связи. И большие деньги. Без больших денег ничего невозможно. Я думаю, что когда-нибудь я напишу песню, говорю, книгу о своей жизни. Конечно, мне предлагают часто. Но я говорю, вы знаете, пока эти люди живут, им будет очень неприятно слышать правду о себе. Это будет некорректно. Может, вы их надеетесь пережить? Я намного моложе их. Каждому есть свой отведенный период жизни на этой планете. Душа-то она бессмертна по-любому. Другой вопрос, что надо каждому нести ответственность за свои поступки. Это другой вопрос. А сегодня очень кармический год, если вы знаете об этом, Катюш. В этот год, 24-й, он кармически назван, потому что энергия настолько сильна, и за каждое свое слово, за каждый свой поступок и мысль мы несем ответственность. Поэтому очень внимательно нужно каждому человеку думать, что он делает, что он произносит. Ни в коей мере ни агрессия, ни осуждение, ни зло категорически исключены. Иначе за это нужно будет нести. Но, тем не менее, в 2013 году вы разошлись с Максимом Фадеевым. Мы с ним не сходились. Это был разошлись, прям разошлись. Это был просто
творческий период на одну песню. На песню «Твоя». Да. А что потом произошло? Какие-то есть разные версии. Фадеев везде говорит, что он написал вам песню и хотел даже подарить ее бесплатно, но вам она не понравилась. Это уже потом. Когда я родила ребенка, и я поняла, что нужна песня Макса. Я очень просила его об этом. Пожалуйста, Макс. И так произошло, что мне пришлось продать все, что у меня было на тот момент. Осталось. Там машина Мерседес новый, все бриллианты свои. То есть вы же замужем были за бизнесменом из Одессы. Так уже пришел период такой очень серьезный, когда уже и денег не было, и работы не было, я везде была закрыта. И, короче, я все продала, что было, за эту песню. И Макс... Господи, сколько же стоит эта песня? Очень много. Очень много. И Макс снял клип на песню «Твоя», написал песню, но эта песня никуда не пошла. По разным версиям. Кто-то говорил, что... Кто-то просил, чтобы меня там не было. Кто-то говорил, что это еще были те старые уничтожения. И получилось все это было зря. Я это очень сильно переживала, что была надежда вот вся на эту песню, вот возвращение, чтобы сломать вот этот весь ужас, который происходил в моей жизни, где меня везде уничтожали, закрывали. Я думала, ну, может, хоть эта песня разрушит вот эти барьеры. Нет, ничего не произошло. И потом, спустя время, я еще стала просить Макса, пожалуйста, напиши мне песню, может, ту, которая все-таки найдет у многомиллионного зрителя это место. И он написал мне песню. Я там услышала слово «Мама Люба», которая была у «Серебра» группы. И я ему сказала, корректно очень, Максимочка, пожалуйста, давай вот это заменим слово на другое. Макс обиделся. Макс обиделся. А почему вы хотели заменить? Ну, потому что ассоциации, чтобы не было с той песней, с другой. А вам не нравилось «Серебро»? Очень нравилось «Серебро». Наоборот, очень нравилось. Прекрасный проект. Но ассоциация одних из тех же слов. Люба-люба, люба-люба, и там люба-люба. Ну, как-то, да? Поэтому. Ну, в этом ничего такого нет, мне кажется. Но Макс обиделся. Но я все равно Макса люблю. Он гениальный человек. Да, он непростой по характеру, все это знают. Нужно подобрать ключик к его сердцу, чтобы те энергии сошлись в творчестве. Много было таких историй, знаете, когда говорили, о, да, подумаешь, там, песни, 3 аккорда, там, что вы сделали с Максом. Мы такие же напишем. Я говорю, вперед. Вы лучше не завидуйте, а вы напишите такие же гениальные песни, спойте их, пожалуйста, чтобы пели миллионы. А сейчас и весь мир. Ну, сделайте эти песни. Зачем вы осуждаете их? Я только буду рада. Кто-то говорит там в интервью, ну, это как гроза, это появилось, так же исчезнет. Да, только гроза уже продолжается 3-й месяц и очень активно и нарастает. Этот вирус с большой популярностью. Кто-то говорил, это как жвачка, пожуешь и выплюнешь. На волне этого успеха вы снова стали общаться с Максимом Фадеевым? Но мы общались, когда пришел мировой успех. И какие это отношения? А что произошло такого плохого, что мы должны были не общаться? Объясните мне. Не отдал вам песню последнюю? Ну, он такой, надо его или принимать таким, какой он есть, или не принимать. Я его принимаю с любовью, какой он есть. Есть ли шанс, что напишет для вас новую песню? Все непредсказуемо, все может быть. Когда не стало Александра Волкова, а умер от тяжелой болезни, от рака, винили ли вы себя в том, что, возможно, ваше тяжелое расставание и ваше расставание, все эти переживания каким-то образом спровоцировали болезнь? Ни в коей мере. Ни в коей мере. Я, кроме доброты и преданности, ничего не приносила. И лучшего в его жизни, краски его жизни были только наполнены светом, потому что, как он говорил, ты все для меня, и без тебя нет света. Другой вопрос, что он эмоционально себя съел, сам себя разрушал, потому что в нем преобладала месть, борьба вечная, притеснить, зажать, уничтожить, чтобы я прибежала к нему, как он говорил, просить на кусок хлеба. И это его и уничтожило, к сожалению, большому. И я всегда об этом думаю. Но почему в нем не хватило сознания и мудрости мужской, чтобы как-то принять это, что мне нужно рожать ребенка. Ну, отпусти меня. Если не готов в мою жизнь войти, то отпусти меня. Позволь мне быть счастливой. Нет, если не со мной, то я тебя уничтожу. Он успел попросить у вас прощения? Нет. Но в 2019 году вы приезжали на его могилу.
Да, я была на гастролях с Авторадио в Германии, и я нашла его могилу, давно очень хотела посетить А ее. зачем? Попросить прощения. За что? За то, что мы так расстались. Не то, что в этом моя вина, нет, а потому что я поняла, что чтобы жить дальше, нужно простить, принять с благодарностью и отпустить. Да, мне потребовалось для этого время, но я нашла в себе силы принять этот опыт с благодарностью. Я поблагодарила его за всю эту жесткую пройденную жизнь и отпустила. Отпустила с любовью. Что самое страшное вот в этом забвении, которое вы переживали эти долгие годы? Невозможность выйти на сцену. Ничего страшнее нет для артиста, когда тебя не выпускают на сцену. Не дают. Это, знаете, это так тяжело, как будто тебе не дают дышать. Как будто тебе перекрывают горло и тебя душат. То есть это же энергия, ты привык к ней, и ты должен делиться. Это вселенский обмен. Ты отдаешь любовь, любовь тебе возвращается, должна, по крайней мере, возвращаться. Это вселенский обмен. А тебе не дают эту возможность выйти на любимую сцену. То, ради чего ты пришел в этот мир. То зачем ты это все делал? Люди пить начинают в этот момент. Я спокойно к этому отношусь. Вообще спокойно. Я даже не умею пить, потому что там бокал шампанского или вина для меня уже прекрасно. Ну как-то же забыться надо. Мне всегда спрашивают, а как вы забываетесь? На самом деле много. Это спорт, это дыхательные практики, это медитация. Меня спасают медитации. Если бы не дыхательные практики и медитации, признаюсь вам, было бы тяжко жить мне. Сгармонизировать же нужно себя. Убрать все страхи, все сомнения, которые там постоянно наш разум гонит. Вечно гонит. Даже во сне он гонит. Он постоянно думает, он же мыслит, быстро мыслит. И вот когда ты договоришься со своим сознанием, все, я доверяю Вселенной. Я в гармонии с собой, с этим миром. Мне ничего не страшно. Я иду туда, где хочет мое сердце быть. Те тяжелейшие испытания, которые на вас выпали, ведь вы могли бы попросить помощи у высших сил, с которыми вы общаетесь. Почему вы не обращались к ним за помощью? Но они же все слышат, они все знают. А почему они вам не помогали? Значит, на то были свои уроки жизни. Я уверена в том, что если бы я их не прошла, эти уроки жизни, вот связанные с ситуацией с Сашей и так далее, в шоу-бизнесе, если бы я не осталась человеком, быть может, меня бы уже не было на этой земле. Меня просто бы утилизировали. Однозначно, любым способом. Если меня оставили дальше жить, значит, я должна нести людям свет и объединять людей. Знаете, когда я родилась и росла, и видя там какую-то несправедливость людей вокруг, я не могла понять, почему они это делают. Они что, не понимают? Зачем они обижают? Я какая-то была вообще вот на других частотах сознания. А потом, когда со мной это все произошло в 16 лет после зубов, думаю, так, все понятно, ясно. Куда-то меня ведут. Вообще в другой иной мир. В другого сознания. И такими давали ситуации очень кармические, серьезные. Смотрели, пройду ли я их, как я их пройду. Смогу ли я остаться самой собой и не предать свою душу. Вот в этом был замысел их. А как вы себе формулируете свой личный замысел относительно себя? Пройдя весь этот путь, ни в коей мере не впасть в энергии негатива, ни в коей мере не агрессировать, а находить в себе тот самый баланс гармонии с собой, с этим миром и помогать людям, будь то вибрациями мантр, песен, созидания, веры, объединять людей. Вот сегодня та самая ситуация в мире, которая происходит, я думаю, это очень, очень наглядный пример, как сегодня тебя в эту игру вклинивают для того, чтобы люди по-другому относились, как мне пишут, к России. Мы по-другому стали относиться. Благодаря вашей песне мы стали любить Россию, мы стали позитивно на это смотреть. Это масштабная очень страна с очень потрясающими ресурсами природными. Это страна, где живут люди с глубокой душой. Русские люди очень глубокие. И вообще способны на все. Просто на все. А русский стиль?
А русский стиль – это меха, это всё-таки меха. шапки. Ну, конечно, это шапки, а как бы там ни было, конечно, да. Почему сегодня ассоциация происходит под мармеладного во всем мире? У тех, у кого нет мехов, они надевают своих животных на головы, О, боже. кошек и собак, и поют мармеладного. Посмотрите, что происходит сегодня в сетях. 100 миллионов в день просмотров по миру. Это такого, именно такого, со своими животными. Не обязательно в мехах и в шапках. У кого их нет, они прибегают Так, к своим хорошо, животным. меха, что Да. еще? Икра, ресурсы нефть, газ Так, и душа. Русская меха, душа. икра, нефть, газ и душа. Да. Вот это вау-сочетание. Я человек мира и хочу жить в мире и в созидании, во благо друг другу. Все, что я хочу. Да, я патриот своей страны, я люблю свою страну. Но участвовать в политических ситуациях – это не мое. Как вы собираетесь монетизировать или как-то конвертировать вот эту новую, обрушившуюся на вас славу? Я прежде всего доверяю Богу. Ну ладно, Бог не управляет Spotify. Почему вы так думаете, что Бог не управляет Я Spotify? думаю, что у него есть дела поважнее. Само собой. Но у него есть посланники, которые... Бог войну остановить не может, уж какой там Spotify. А может быть, нам Бог дает эту войну для чего-то? Ой, я не уверена. Думаете? А для чего? Чтобы мы стали другими. Скольким людям нужно Это другой погибнуть-то? вопрос. Нет, другой это вопрос. важный вопрос. Это важный вопрос. Но все-таки без веры в Бога жизнь невозможна. Невыносимо. Есть у него посланники, которые четко прогружают наше сознание новой энергией. Поверьте мне. Все, что происходит, это не просто так, это замысел. Так как вы собираетесь всем этим теперь управляться? Смотрите, вот это третий шанс, да, если Да. мы исходим из концепции русской сказки. Вот третьим шансом уж точно надо воспользоваться Точно. так, чтобы он от вас не ушел. Точно. Созидать новые песни, хиты, которые бы входили в сердца людей и были во благо друг другу. Вы к Однозначно. кому-то уже обратились за этой песней? Эта песня уже новая будет. Когда? 26 января. У нас есть, естественно, уже план действий. Я подписала договор с Русским радио на несколько песен. Песни прекрасные, хитовые. И мы идем к Крокус Сити Холлу 27 сентября к этому действу прекрасному. Поэтому есть над чем работать, есть что транслировать, есть чем удивлять. Вы сейчас счастливый человек? Я счастливый человек. Был момент, когда вы сомневались, что вы когда-нибудь еще испытаете счастье? Нет, не было. Я всегда верила в то, я верю, что завтра откроется новая дверь, закроется старая. Я в это верю. Я знаю, что завтра все изменится в моей жизни. И я ждала этого очень момента. А всех тех людей, которые вас травили, вы простили? Простила. Простила всех, каждого. И я посылаю им свет. Выберите, пожалуйста, милосердие или справедливость. Милосердие. Сегодня это милосердие. Раньше была, я бы сказала, справедливость. Свобода или стабильность? Свобода. Правда или безопасность? Наверное, правда. Родина или истина? А что такое истина? Это правда в самом высшем ее понимании. Не знаю. Кто должен сказать Родине, что она не права, если она не права? О родине. Ситуации, люди. Истина должна показать родине. Но люди сегодня уже настолько осознанные существа, мне кажется, уже сложно ими управлять, людьми. Они уже должны понимать и пробуждаться, что есть хорошо, что плохо, и кто есть кто. И мы сегодня видим совершенно другую картину. Людей, которые вчера еще были совсем другими. А это какую картину? Вообще. Восприятие этого мира, в ценностях этого мира. А мне кажется, что наоборот, что чем больше сужается поле получения информации, а в России все-таки оно сужено уже до пределов, потому что часть сайтов заблокированы, часть запрещены, мы не можем с вами про какие-то говорить соцсети. И человек получает информацию только из одного в основном источника – телевизор. Но если вы его смотрите, а если вы его не смотрите? Ну, если мы говорим про 140 миллионов россиян, то, наверное же, они его смотрят. И получается, что объемной картины у них нет. Но все-таки, может быть, спросить свое сердце, истина ли это? Может быть, нам то, что говорят, это не истина, и это ложь? Ведь по-разному бывает. Все, что нам говорят, транслируется, это не значит, что это правда. Я вам приведу пример. Трагическая ситуация абсолютно в Белгороде. Город обстрелян, есть погибшие, раненые. Сейчас куча людей остались без домов, и в том числе и звезды российского шоу-бизнеса собирают деньги на то, чтобы их переселить. И это то, что широко освещается по телевидению, и все это знают.
Но никто в России не знает о том, что было за 2 дня до этого. Как Россия выпустила больше 200 ракет на Украину, и там была куча погибших, раненых людей, оставшихся без домов. И получается, что представить себе истину почти невозможно, если у тебя есть только половинка этой картины. Сложно говорить, потому что должна быть везде информация, которая имеет доказательства. Ведь это не значит то, что вы сейчас сказали, это так. Мы же с вами там не были, мы с вами не знаем, что на самом деле было, чего не было. А говорить могут все, что угодно. Ну, есть свидетельства, есть видео, есть погибшие. Все, что угодно можно сфабриковать. Можно придумать. Поэтому я сегодня по-другому на все смотрю. Все, что нам говорят, это не значит, что это так. Это просто открывать свое сердце и доверять себе. Даже в таких вопросах, которые касаются фактов. Мы не знаем, что за этим стоит. Не мы же с вами решаем это. А кто? Наверное, кто-то. Кто есть над нами.